Ну что ж, всем доброго вечера. Вы на канале Panda Wants to Play. Последнее приготовление. Так, отлично, звук идет. Продолжаем играть Scrap Mechanic Survival. Вот, пытаемся продвинуться в исследовании нашей технологии, да, загружаемся и смотрим, что у нас там. Название у нас сегодня, да кому вообще нужно это топливо. Вот. Если кто не понял, то мы попытаемся сделать транспорт с двигателем, для которого не нужно будет топливо. Ни бензин, ни электричество, ничего. Можно назвать это богоюзом, наверное, но не будем спешить с выводами. Посмотрим. Так. Ну, глобальная задача на сегодня — это фарм, естественно, фарм ресурсов, всех, которые только возможны. Вот. Такая тактическая задача — это построить тачку без двигателя как такового, да? Звучит несколько фантастически, но я уверяю вас, это реально. По крайней мере, в креативе у меня это получилось. Будем смотреть, что будет у нас в режиме выживания. Так. Смотрю, мне нужен контроллер. Что-то я его здесь не вижу. Почему? Вот он. Так, что нам надо для него? Ага. Ну, в принципе, ничего серьезного. Так, окей, записали. Так, пошли смотреть, где наша машина находится. Вот она, красавица наша. Что у нас от нее осталось? Все как-то все очень печально. Так, топливо есть. Поехали, подъедем поближе. Да, привет, Сергей. Раздербанили мне на прошлом стриме роботы машину. Вот, если кто не был, здесь у меня еще двигатель стоял для того, чтобы приводить в движение бур. Все это они меня раздолбали, сейчас это придется как-то восстанавливать. Ну и попробуем сделать все это несколько лучше. Вот, как-то так. Единственное, что нам придется для этого насобирать ресурсов. Так, это есть. Что там еще надо было? Сейчас посмотрим. Может быть, сразу у нас получится это сделать. Так, 3 клея. Это есть, да, и 5 металла первого уровня. Сейчас глянем. Так, ну клея у нас нет, к сожалению, да. Металл есть. Ну, это не проблема, клей мы сейчас надыбаем. Если эта тема сработает в выживании, я имею в виду тема с двигателем, для которого не нужно топливо, ну, наверное, это можно назвать богоюзом. С одной стороны. Но с другой стороны, я бы так не стал, наверное, это все называть. Потому что, в общем-то, это для этого используются вполне законные легальные инструменты, да? Вот. Ну, я сейчас все покажу, если кто может. Может, кто-то знает об этом. Но реально можно сделать тачку, которой не нужно будет топливо.
Два варианта есть, чтобы сделать подобное. Вот. Первый, он более такой, наверное, адекватный. То есть это конструирование двигателя, скажем так, поршневого. Так, Бутман, привет. Я пока не знаю, я тебе позже сообщу. Потому что у меня заморочек очень много сейчас. Поэтому не сегодня. Вот, по поводу первого двигателя. Первый двигатель основан у нас на поршнях. Вот. Там, в принципе, все легально тоже и все работает. Ну, единственное, как бы его недостаток, он большой. Относительно. Вот. А второй способ, он очень простой, очень компактный и такой, наверное, не совсем честный. Вот. Если мы сейчас сделаем контроллер, я все это покажу. Сейчас мы только клея насобираем, все остальное у нас есть. Делаем контроллер. И можно заморачиваться. Но на самом деле я бы на месте разработчиков это пофиксил. Потому что это имба на самом деле дисбаланс серьезный вносит. У вас отпадает необходимость вообще в использовании двигателя на транспортных средствах. Вот. И это надо, наверное, фиксить все-таки. Ну, хотя я не знаю. Может быть, в режиме выживания это не работает. Сейчас посмотрим. А то я тут уже губу раскатал. А может, она и не работает, эта тема. Ты красавчик просто. Че, играл? Нравится? До завтрашнего дня надо брать, пока скидка есть. Потому что потом она уже в 2 раза дороже будет стоить. Ну, почти в 2 раза. Так, корова, отойди, пожалуйста, не мешай. Ой, я задавил корову. Фризит? Серьезно? А что у тебя за комп такой? Она вроде не требовательная такая. Так, делаем клей. Максимально. И контроллер. Так, тачку, наверное, вывезем во двор. Там посветлее, получше видно. И вот здесь ее будем разбирать. А, да, вот сконструировал я еще вот такую штуку. Эта штука, короче, она позволяет складировать ресурсы, которые добываете. Ну, в частности, вот эти вот балки все. То есть, если вы, допустим, на земле они валяются, вы просто проезжаете рядом, и они автоматически туда засовываются. Очень удобная тема. Вот, ее можно на тачку просто ставить. И очень просто собирать с помощью нее вот эти вот балки. Ну, нифига себе. Потому что, не, но я на самом деле, если она фризит, то что-то не то, потому что она не такая уж требовательная, как бы, к ресурсам. Так, погнали, заберем наш контроллер.
Сейчас мы поскидываем лишку в сундук, чтобы освободить инвентарь. То, что нам не нужно пока. Вот. И будем потихоньку все это разбирать. Хотелось бы, конечно, из металлокаркаса все это сделать, но я не знаю, хватит ли у меня на это. Спасибо за подписку. My Void Site. Смотри, значит, шерсть для кресла, она, это хлопок, он растет. Вот если бежать вот от мастерской, да, то получается, по-моему, на ну, то есть в сторону ключа. Вот. Там где-то справа есть в лесу по 3-4 штуки растет хлопок. Вот, его надо 10 штук, по-моему, если я не ошибаюсь. Там. Вчера только на стриме собирали, бегали. Короче, по лесу надо тебе побегать, поискать. В ту сторону точно нету, потому что, по-моему, в ту вот. В сторону ключа что-то было. Бутман, да в любое время, если у тебя как бы есть возможность, можно и поиграть. Почему нет-то? Ну да, здесь русского нет, поэтому разобраться как-то сложновато на самом деле. Все, тачку полностью раскидал, короче, ничего у нас теперь не осталось, сейчас будем новую делать. Так, опускаем. Так, ну что, погнали. Я думаю, сделать ее, наверное, из дерева, потому что больше у нас ничего такого нету нормального, блин. Картон не хочется использовать, он такой не очень хороший материал. Вот. А дерево у нас-то по-нормальному-то его и нету. Блин. Так. А пойдем посмотрим, что у нас с металлокаркасом получается. Сколько чего там надо на металл. Просто интересно. Так, ну, кстати, вот можно на крафте вот этой вот фигни. У нас 90 есть металла. Может быть, нам и хватит сделать такое. Так, у меня пишет с твичом соединение разорвано. Сейчас, минуточку, я поправлю это все. Так, все, вроде заработало. Вот. Сделать все-таки металлокаркас, потому что у нас, в принципе, металл для этого есть. Почему бы и нет, да? Сейчас только посмотрим, сколько у нас с одного блока получается. Да, привет. Сейчас, может, толковую вообще тачку сделаем. Так, 10 штук. Кстати говоря, это нормально. Это нормально. Очень даже неплохо. Единственное, что мне нужно инвентарь как-то все-таки освободить. Места совсем мало у меня здесь. Так, сделаем пока 40 этих. И, допустим, 20-ку этих пока. А там посмотрим. Все будет делаться не по чертежу, поэтому не знаю пока, что понадобится. Примерно буду накидывать. Основная суть это... Почему под водой лагает, если глубоко нырять? Потому что не знаю, у меня все нормально.
У меня с водой проблем нет. Так, что еще можно использовать для заполнения пространства? Привет, Tire Production. Надо подумать, надо подумать. Можно ли что-то из блоков, такое, чтобы недорогое было? Потому что дерево сейчас ехать фармить не особо хочется. Тратить на это время. А другого у нас ничего нету, к сожалению. Из камня тоже делать из кирпича, но это как бы глупо. Тачку из кирпича, да? Блин. Ладно, поехали, сейчас раму накидаем. Черт, а у нас здесь немножко начинает темнеть. Сейчас я фонари поставлю. Чтобы было видно. Хотя бы что-то. Так, ну хоть что-то. Хороших фонарей нету, к сожалению, поэтому так пока. Ну чё, погнали что-то лепить. А мы все забрали оттуда? Что-то я не понимаю, что-то мало у меня всего. Ну-ка. Что-то делал, ничего не забрал, да? Так, погоди. Да ты гонишь, мне показалось, что... Да, привет, Игорь. Показалось, что десятка делается с одного блока, а с одного блока делается одна. Блин, я так губу раскатал. А по факту оказалось, что это не так. Блин, хреново. Да. Ладно, короче так, значит, будем использовать тогда картон все-таки, потому что у нас другого выхода не остается. Но в совокупности с железом. Да все нормально, нормально. Что, играем потихоньку, проходим. Хочу сделать тачку, короче. Машину разобрал, сейчас буду переделывать. Буду делать без двигателя. Я надеюсь, что эта тема заработает. Вот, по крайней мере, в креативе это сработало. Точнее, с двигателем, но с таким, для которого не требуется топлива. Да можно, в принципе, даже не на крыше этого здания, как бы. Вообще, в принципе, здесь можно обосноваться. Ограждение построить нормальное, допустим, забор. Нафармить камня. Сделать кирпича, построить нормальный забор, и все. Можно на крыше вообще без проблем. Главное, туда лестницу построить толковую. И все. Почему нет? Можно лифт построить, в конце концов. Технологии позволяют. Так, сейчас, короче, я сначала накидаю. Потом будем уже железом все это обкладывать.
Нет, не поршневой. Поршневой, может быть, сделаем позже. Это не поршневой. Это, короче, такая, наверное, богоюзанная схема. Вот, сейчас увидите. Не знаю, сработает или нет. Будем смотреть. Так, где мои колеса? Колеса. Ой, не сюда, ты чё? Пока принцип покажу, потом надо будет, конечно, нормально все сделать. Потому что мне не нравится вот эта низкая посадка и прочее, как бы. Ну, я думаю, часа 4 до 10, наверное. Так, у нас подшипники закончились, да? Погнали делать. Оу, фиаско. Смотрим, что в сундуке. В сундуке у нас есть все, слава богу. Давай, давай, хорошо. Так, блин, а мне нужно будет не один еще, а целых 3 штуки. Придется бежать еще за металлом. Нужно проверить, вообще работает схема или нет. Вот, а потом уже будем на основе нее что-то такое интересное, может, собирать. Так. Почему у меня в наличии 3 колеса? Где 4-е? Ну а что делать? Что делать? Так, блин. А, вот она у меня. Все, она на месте. Блин, мне подшипник нужен. Мне не хватает подшипника, пацаны. Это печаль, беда. Бежать сейчас за скрапом как бы опасно. Надо сейчас до утра дождаться. Че несимметрично, все отлично. Ой, кстати говоря, что-то я тупанул здесь, смотри. Оп, вот так вот. О, красота. Один подшипник нужен. Ничего не криво, все нормально, смотри. Все симметрично. Так, кнопку надо воткнуть. Была где-то у нас кнопка. Переключатель, точнее. Так. Вот, его мы свяжем. Где у меня инструмент-то мой? С этим и с контроллером. Так. Контроллер, значит, мы связываем вот с этим поворотом и вот с этим. Так. А, да ладно. Блин. Засада. Пацаны, засада. Его апгрейдить надо. Нужно 4 коннекта минимум на контроллере. То есть, короче, нам еще вот эти штуки надо собирать. Блин, а.
Это получается его до 4 уровня надо апгрейдить или даже до 5. Печаль, беда. Да. К сожалению. Ну что, погнали тогда. Побегаем, пособираем. Да, спасибо за подписку. А что ты имеешь в виду? Совсем все плохо слышно или что? Да я знаю, что он не будет крутиться, у меня подшипника нету в наличии. Я же тебе сказал, надо сейчас бежать собирать все это дело. АСМР? Что такое АСМР? Так, надо визерку поставить назад, вот сюда, вот так вот. Я не знаю, что такое АСМР. Ну, не знаю, ты первый, кто жалуется. Да, вот он, красавчик, давайте валить его. АСМР — это когда шепчут в микрофон и издают всякие звуки. А, ясно, нет. Почему АСМР? Я даже не знаю, что это такое. Теперь знаю. Так, короче, нам нужно прокачать контроллер до 4 уровня минимум. И подшипник еще. Ну, подшипник у нас уже, считай, в кармане, а вот контроллер, блин. Это, блин, довольно длительное теперь мероприятие у нас, блин, намечается. О. Придется фармить, что делать, блин, деваться некуда. Лутать все будем. Так, завтра не могу сказать точно. Поэтому пока под вопросом. Твою мать. Тут ты взялся, бля. Я так понял, вот эти локации, они постоянно обновляются в плане лута, да? Я же вроде здесь уже был и собирал все это дело. Вот хлопок, кто спрашивал. Вот так он выглядит. Соберем на всякий случай, может пригодится.
Так, сколько у нас их? 4, да? Нам их нужно очень много, блин. А что? А, ты имеешь в виду хлопок для кровати? А кукинг-бот, он что мне даст? Ну, понятно, что он еду, но туда же надо что-то сувать, чтобы он что-то приготовил или нет, или он так выдает. На халяву. Ну, что-то я сомневаюсь, конечно. Блин, туалетка с прошлого стрима, я ее выкинул, короче, она до сих пор здесь лежит. Ну куда, куда, куда? Давай, я тебя отнесу сейчас в хорошее место. Так, погоди, я же ее взял, она не должна была исчезнуть. Куда она делась? Ну, кукбот, он, да, он готовит пищу, но, я так понимаю, туда надо что-то засунуть, чтобы он приготовил, понимаешь? Блин, куда вот она делась? Я должен был ее взять в руку и отнести, а она почему-то испарилась. Ну ладно, хрен с ним, пойдем дальше. Вот это вот, что за станция такая продовольствие непонятная? Вот надо посмотреть. Короче, типа я подъезжаю, завожу сюда фрукты, овощи, вся фигня, да? Он мне все это дело упаковывает, я так понимаю, да, в контейнер. А зачем мне это? Просто интересно. Чтобы перевозить, что ли? Packing Station. Ну, понятно, что она упаковывает. А для чего она мне? Куда-то везти? Зачем мне это куда-то везти? Корова быстро побежала. Вы видели что когда-нибудь, чтобы корова быстро бегала? Так, да, хотел я все это по-быстрому сделать, но подзатянется у нас эта вся фигня, блин, к сожалению. А поршневой двигатель, пацаны, кто-нибудь умеет делать? Чир это... Короче, как я понял, это какая-то валюта печевская. Вот. Короче, что-то типа этого. Я так и не разобрался до конца. У них, короче, есть бицы, есть чир. Вот как они связаны между собой, блядь, вообще не понимаю. Так, вот не знаю, есть смысл семена мне отсюда забирать, чтобы инвентарь не забивать. Вот землю я, конечно же, заберу.
Земля нам пригодится. Картошка. Да деревяшки зачем они мне, блин? Инвентарь только будут занимать. Ты по поршням разбираешься, да? Хорошо. Я тоже попробовал сегодня сделать, в принципе, у меня получилось. С кого-то выпадают эти блоки, с кого-то нет. Понятно. А, ты имеешь в виду, чтобы заставить, ну, все это на колеса передать, да? Ну да, там надо какую-то передачу придумывать, типа звездочки. Я понимаю, здесь звездочки нету. И что-то надо выдумывать. Ну, мысли есть некоторые на этот счет, надо пробовать, короче. Так, пойдем вот эту вот облутаем штуку, попробуем. Посмотрим, насколько там все страшно. Я еще ничего не пробовал забирать. Вот, потому что я хочу, в принципе, из камня все сделать. Но для этого мне сейчас нужно нормальную тачку сделать с буром и фармить этот камень по максимуму. Вот, я там начал кирпич запасать потихоньку. Так-то можно все, конечно, позабирать и из этого хлама слепить базу, блин, но хочется, чтобы по красоте все было. Да, да, это я знаю, да. В смысле заправку? Ту заправку, которая у нас там стоит? Да нет, вроде ее нельзя. Вот эти обычные магазинчики, вроде да, их можно полностью разобрать. Неплохо у меня откидывает, блин. Город из стен. Так,
освещалка у нас есть, кстати говоря. Так, сколько у нас уже? 7 их. Но все равно этого мало, блин. Двое их там, твари, блин. Ни хрена себе, он меня достал. Давай. Так, с хавчиком у нас... у нас молоко есть, кстати говоря, еще. Сейчас поправим здоровье. Ого. Фонарь надо какой-то сделать. Невозможно вообще ночью ходить. Ничего не видно. Есть там какой-нибудь налобный фонарь? Да, привет, Кэп, как сам? Так, а тут у нас обрыв, да? Тут мы вроде все собрали. Машину разобрал, короче, полностью. Буду сейчас делать другой вариант с двигателем без топлива. Ну, пока некоторых компонентов не хватает, блин, надо сейчас, хочешь не хочешь, а лутать придется. Нет, не электро, братан, не электро. Электро это тоже у нас требует затрат энергии. Там такая хитрая схема есть. Вот, если успеем, то увидишь. Нам, блин, нужно достаточно вот этих вот компонентов много, чтобы контроллер прокачать до 4 уровня. Вот, поэтому... О, ведерко. Так, вместо чего нам его забрать? Банан можно сожрать, в принципе.
Но если эта схема заработает здесь на выживалке, блин, ну это имба, конечно, та еще. Ой, ну не хочу сейчас рассказывать, на самом деле хочу, чтобы вы увидели. И это не поршневой двигатель. Хотя поршневой тоже имба, блин. Да ладно, ну-ка расскажи. Что, ничего не вылетело, что ли? Подожди. Во. 360 градусов, что 360 градусов? Блин, я что, круг сделал, что ли? Мы же здесь были только днем. Ну, не совсем так. Увидишь, не совсем так. Но, да, тема связана с контроллером, да. Контроллер вообще такая штука, она, мне кажется, немножко имбовая, блин. Никаких затрат энергии, можно вращать им. Так, как-то у нас странно получилось, блин. Мы лутали вот там, вот на этом, на горе, да, оказались в итоге снизу. Короче, ночью можно куда угодно забрести. Так, кукуруза, кукуруза. Ну, в принципе, она у нас есть, нафиг не нужна. Погнали. Нам сейчас главное компонентов набрать. Много прикольных штук можно делать. Я посмотрел, короче, всякие эти буржуйские видосики. Блин, ну там вообще просто. Автополивку можно делать. Потом бур мне понравился такой с управляемый. Ты знал, что этого животного зовут Вок? Это какого? Вот эту корову, что ли? Это Коу наоборот, только вместо CK, да?
Ясно, будем знать. А то мы его все неправильно называем, да, обидится еще на вас. Скажет, хрен вам, а не молоко. Так, раз, два, у меня 2 ведра, блин. О, зашибись, еще и одно промазал, вообще молодец. А, ну это корова наоборот получается, если с английского. Неплохо. Где-то еще один. Чего ты запутался? Не знал, как корову по-английски? Так, погнали за водичкой сгоним. А, блин, далековато, блин, далековато. Попробуем так пробиться. Мы же парни смелые, ловкие, умелые, да? Ну вот, наоборот, прочитай, вот у тебя будет вок. Так, 10 штук. Ух ты, не-не-не, 2 это очень много. Как это я так умудрился не получить от них? Воу-воу-воу. Какие вы быстрые, блин, вообще невозможно. Ну никак не убежать-то от вас. Опа, 30-очка минус. О, еще минус 30. Ай-яй-яй. Run, 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 run. Ну вот, я и пытаюсь так сделать. Уху-ху-ху-ху. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Слава богу, так. И там где-то еще один, блин. Похаваем. Неплохо скраба-то набрали, смотри, 130 уже. Что-то сейчас надо выкидывать, потому что места уже не остается. Какую-нибудь вот такую штучку. Фу. Неплохо. Давай вот здесь вот попробуем подраться с тобой. Если ты сможешь, конечно. Ух ты, блин, а? Смотри какой. Вот. Мы же буквально ночью здесь были, да? И опять ресурсы здесь появились. То есть, я так понимаю, они здесь появляются периодически. Можно просто... Ой, фу, пронесло.
В смысле 10, подожди. А, ну вот, по 10. Да, я уже понял. Я раньше думал, что, короче, прям вплотную надо подходить и бить тогда это. А сейчас, оказывается, расстояние-то до удара как бы нормальное можно удерживать, и они проходят удары. Давай вот это сейчас я съем. То есть надо просто расстояние, именно дистанцию сдрочить и все. И без последствий можно от них уходить, в принципе. Так, батарейки, химия. Что за бонус? А что там было? Что там такого? Да, спасибо за подписку. Что-то я там не увидел ничего такого прям суперского. Ай, ё... Фу, блин, думал, все, хана. Минус 22 всего, слава богу. Ну, да, русский как бы есть, он и в меню есть, но я так понял, они, короче, в игру не встроили поддержку лирических символов, поэтому его по факту нет. Почему так произошло, никто не знает. Может быть, они поправят со временем, но на данный момент это так. Только на английском. Ну, или других, которые языки, знаешь, может, там польский какой-нибудь, он тоже там есть, в принципе. Вот. Такая вот фигня. И никакого нету русификатора, поэтому только на английском играть пока. Так, сколько у нас в итоге? 12 штук. Ну, блин, маловато, наверное, все-таки. Долго-долго вот эти части приходится фармить. Наверное, надо идти в этот прям... В их логово, где их дохрена. И как-то там пытаться с ними сражаться. Я тоже думаю, что это исправит. Так, я получил, спасибо. Ох ты, нормуль. Потому что я смотрю, как бы буржуйские каналы, многие стримят эту игру, а у нас практически никто. Не знаю, с чем это связано. Но я считаю, что игра недооцененная, реально. И она большего внимания достойна, чем вот сейчас к ней проявляется на Твиче. Со стороны русского сообщества. Вот. По мне, так очень интересная игра. Мне нравятся такие игры, где можно вот именно что-то создавать вот такое вот. Из мелких вот этих вот частей у тебя получается что-то такое, знаешь, большое, огромное и работающее. Это же просто как в жизни что-то ты изобрел такое, да, построил. Так, очки есть у нас, надо похавать. Ну, вообще без последствий ушел. Причем даже не отбегал, а обычным этим шел.
Мне в этом плане Space Engineering понравилась, но она для меня, мне кажется, показалась слишком сложной. Блин, вообще, ну просто невероятно сложной. Там можно зависнуть, конечно, очень надолго, если разбираться. Но мне кажется, она очень сложная. Так. Что-то надо выкинуть нам. Короче, чё. Ну, в принципе, вот это вот можно, это несложно скрафтить. А земля это на вес золота, мать его. Так, это у нас опять не помещается. Что еще? Что-то все жалко уже выкидывать. Блин, ладно. Потом заберем. Вот унитаз, кстати. Можно забрать. Да, я хожу фармлю, потому что, ну вот смотри, я хочу сейчас построить нормальную тачку с буром, да? Это первый этап. Следующий этап — это все-таки нафармить камня, ну и параллельно металла. Нормальное количество. Так, я получил, здрасте. И вот, чтобы потом уже начать нормально отстраиваться уже из кирпича. Не хочу из этих вот подручных материалов ничего делать. Не очень мне это нравится, некрасиво все это будет. Вот. Затягивается у нас, конечно, все это, блин. Делать побыстрее. Можно остановиться на классическом двигателе сейчас, если все быстро делать, да. Вот, в принципе, можно сейчас еще один движок сделать, поставить один на бурт, один на привод, как бы, и погонять на этом. Вот. Чтобы все это ускорить. А базу нормальную надо делать. Надо делать хорошую ферму с автополивом. Вот. По периметру стены полностью, да, с автоматическими воротами. Как бы, как я это себе вижу. Там, с башнями какими-то. Однозначно. Нам же придется потихоньку отбиваться от них, от всех. Здесь вот основная проблема — это фарма. Ну, как, наверное, и в любой другой игре. Где-то попроще, конечно, где-то посложнее. Я говорю, было бы человека 2-3, быстрее бы все пошло, конечно. Так, где наша база? Вон я какой-то ящик вижу, да? Вот, отлично. Что ждать? Приключений? На свою заднюю пятую точку? Давай попробуем. Если завтра я как бы соберусь, можно будет попробовать. Почему нет? Надо примерный план нарисовать. Точнее, как не план нарисовать, а границы обозначить поселения, то есть забор. Примерно обозначить его, да, а потом потихоньку отстраивать. Вот, ну так, чтобы и был выход к этому к озерцу. На берегу озера сделать ферму с автополивом. Нормальную такую. О, Жопажуй, привет. Да, я в ДС есть. Все ссылки внизу под каналом на Твиче. Блин, опять ночь, я ни хрена не вижу, куда бежать. Как обычно, в общем-то. Ничего не меняется.
Ну и так я потихоньку не стриму, изучаю всякие механизмы интересные, как бы, ну, чтобы что-то реализовывать на практике. Вот. Потому что, как бы, я тут далеко не специалист, но изучаю, смотрю, разбираюсь потихоньку. Зачем курица переходит дорогу? Жопажу, если что, курица не так пишется. Может быть, ты не заметил? Шутки у тебя какие-то жопажу и пошлые. Ой, точнее, эти не пошлые, а плоские, блин. Я не понял, чтобы попасть в дом к дурочку. О, фонарики надо забирать. Однозначно. О, блин, а у меня инвентарь полный. Так, смотрим, что нам не нужно. Блин. А они каждый по одной ячейке занимают. Блин, придется потом за ними вернуться. Ладно. А, у меня в инвентаре старое колесо, кстати, да. Но оно меня не спасет. Но трубки, вот это ты имеешь в виду? Holder Support Band? Да, они, наверное, тоже не нужны. Пару фонарей можно утащить, да? Так, я надеюсь, мы правильно бежим домой. Юмор ФМ, да. Да как так-то? Я вроде по дороге бегу, я опять прибегаю к этому. Вчера ты не хотел хвастаться и поел пиццу. Сегодня ты не хочешь хвастаться, но поел шашлык. И каждый день не хочешь хвастаться, но ты это делаешь. Смотри, сколько скрапа 190 нафармили.
18, слушай, нормуль так-то насобирали уже. «18 компонентов. Сейчас посмотрим, может быть, и нам и хватит проапгрейдиться и сделать этот гребаный подшипник. А может быть и нет. Вообще не напрягаясь, можно их валить просто. Ничего не делаю, просто назад бегу, и он меня не успевает догонять. Все оказалось гораздо проще. Так, ну что, смотрим и удивляемся. О, неплохо. Так, что это? Garment Box. Это что? Одежда? А, точно, слушай, какая-то новая одежда. Зачем она мне, только непонятно. Так, все, погнали смотреть. Хватит ли нам того, что мы насобирали? Опа. Это что за трупешник здесь валяется? Так, апгрейд 2, апгрейд 3, апгрейд 5. Все. 4 коннекта, даже... Этого даже я и тут лишнего еще и наделал. Все, сейчас смотри, короче, соединяем. Так, вот это соединяем вот с этим. Так, это сюда, а это сюда. И вот здесь вот меняем направление и прописываем у них вот такую вот фигню. У третьего и у четвертого здесь 60 градусов поворот. Тут 15. Тут то же самое. Все. И сейчас подшипник сделаем, и в принципе готово. Подшипник, подшипник. Можно будет бур ставить, ехать уже, бурить. Сейчас мы только расширим немного. Так, колесико где-то. Мы этот только еще все посоединяем. Так, нам нужно поворотники соединить. Это вот сюда, сюда. Так, это есть, да? Все, тестируем. Кнопочку нажимаем. И не едет. Получается, что в Survival она не работает. Либо давай вот здесь вот вернем. Еще раз попробуем. Либо делать все из... О, поехало. Только почему-то назад она едет. Странно. Есть у меня подозрение, что нужно поставить вместо картона что-то другое, бля. Давай сейчас, короче, поправим, малец, вот это дело. Есть у нас дерева немного.
Самую малость. Да никак, как что, бухал, как обычно. Как бухал, пивка попил. А ты радовался? Да, пивная диета, блин. Так, еще раз проверяем, короче. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ой, она поехала куда-то. Возможно, здесь... Подожди, а почему? Вот здесь что-то надо будет сейчас поиграться этими настройками. Может быть, получится. Она работает, пацаны. Она реально работает, смотри. Правда, кривовато, надо еще под настройками попробовать, короче, подшаманить их. Но эта тема работает, короче. Она едет. Это имба, на самом деле. Да погоди ты какой, тебе кажется, тут... Сейчас мы, блин, тут все раскачаем. Вот эту мы сейчас еще направление поменяем. Вот здесь немножко у нас кривовато. И надо кнопку поставить вместо выключателя. Сейчас. Да нет, там не надо ничего подсоединять. Или ты думаешь напрямую контроллер на 360, чтобы он крутил? Что, думаешь, настолько все примитивно, что ли? Нифига с кнопкой не работает, надо выключатель ставить. А почему назад едет, не пойму.
Эй-эй-эй, погоди, погоди, бля. Она меня задавила. Воу-воу, полегче. Давай попробуем поставить чуть больше по 80. Блин, а чё она не это? Все, контроллер подключен. Чё? Так, давай его отключим сначала. Что-то, блин, почему не регулируется больше? Что за фигня? Короче, он вращает, вот этот контроллер вращает вот эти вот доски, да, которые... Они, по идее, вот сейчас должны упереться в колесо и дальше не крутиться. И тем самым, короче, приводить в движение тачку. Вот видишь? Но, видимо, надо немножко по-другому сделать сейчас. Почему-то она их перегибает, блин. Или 3 здесь сделать, короче. Да? Сейчас 3 поставим. Блин, не хватает мне еще одной деревяшки. Ой-ой-ой, так. Давай вот это, что ли, тогда? Все, пробуем. Не, блин, прикинь, но это, видимо, все-таки свойство survival, потому что в креативе они не перегибают колеса, они, короче, все равно упираются в них, и он за счет этого едет. Вот смотри, видишь, вот сейчас они, допустим, он крутит, он раз, и поехал такой раз, она хоба, и все, и остановился. Так, а может быть все-таки угол сейчас поменьше поставим, как было задумано изначально? По пятнахе. Вот так. Скорость контроллера на максимуме стоит. Вот сейчас назад она у нас едет. Бля, я ж тебя выключил, куда ты едешь-то? О, все, рабочая схема. Правда, скорость не очень, блин. Но это реально работает без топлива. Так. Как же ее ускорить-то? Что-то вообще медленно. Надо допиливать, короче, технологию, она рабочая. Турбоускорители, да, на них же тоже топливо надо, ты чё?
Так, давай побольше угол попробуем поставить. Все, крайнее испытание, короче. Все. 75. Ну, давай, давай, взлетаем. «360». Давай, 360. А, видишь, она через колеса переходит на 360. Ты понимаешь? Ну давай 360 на колеса я сейчас передам, давай. Так, сейчас только выключим мы его. Давай сейчас оттарабаним там, где посветлее. Так, вот это убираем. Кидаем вот это сюда, это сюда. Так, направление туда. Вот это меняем. И ставим первый, второй, 360. Вот так вот, да? Подожди, нет, 34 нам надо. 34. Так, погоди, погоди. А, ну правильно. 34 получается у нас. Упс. Бля. О! Сучара, блядь. Не, ну нормально, бля, он мне сидушку снес. Это как вообще? Твою мать, блин, а? Опять хлопок собирать на эту хрень, блин. Издеваются они, что ли, блин? Ну и чё, блин? Ой, блин. Бля, все желание пропадает играть. Так, у нас 5 хлопка, да? Короче, делаем классику нафиг. Поедем бурить, потому что, блин, сейчас... Ой, замучимся мы, короче, технологию обкатывать, на самом деле. Надо будет ее вне стрима все-таки сделать. Да. Что у нас здесь? Это есть. Короче, только хлопок 5 штук еще надо. Блин. А я не хотел хлопок собирать. Видишь, блин.
Да ёб вашу мать, вы чё, блин? Надо защиту делать. Срочно забор. Так, похавать ничего нет у нас, да? Блин, засада. Три, четыре, один, два тогда убрать получается вообще. Погнали умирать домой, блин, чтобы далеко не бежать. Не успеваю я, короче, ничего найти. Так, это сюда все. Так, что нам на сундук надо? Что-то у нас уже скапливается много всего. Надо это все раскладывать куда-то. Так, блин, клей нужен, да? А вот это мы можем сделать маленький.
погнали, маленького молочка сейчас нафармим. И сделаем нафиг по классике машину. А вот, потом я уже разберусь с этой фигней, чуть не работает. Она ни хрена, блин. Причем в креативе все отлично работало. Но, видимо, в выживалочке нифига не работает. Ну ладно. Вот она красивая. Согласен. Говори, кому говорят, говори, да? Да чё, сейчас тачку сделаем нормальную, короче. Ну, в смысле, классическую, с движком. Вот. И поедем пофармим камня, блин. Начнем уже собирать это потихоньку. А эту технологию я попробую обкатать потом уже вне стрима. Чтобы сейчас время на нее не тратить. В ней есть потенциал, но надо, короче, разбираться с этой фигней. Так, смотрим, что у нас по дереву 30. Забираем. Забираем вот эти железочки, нам пригодятся. Подшипники, понятное дело. Контроллера нет, движок. Сколько у нас стоит еще один движок сделать? Давай посмотрим. Так. Это есть, это есть, это есть. В принципе, все есть, можно делать. Сейчас мы насобираем только, да. Компоненты, зеленка и металл. Так, компоненты. Компоненты, зеленка и металл. Где металл у меня? Наверное, здесь. Сейчас посмотрим. Если ты придешь, у нас все быстрее гораздо пойдет. Давай, движочек нам еще один сделай. Отлично. Все. Блин, я же забыл, у нас седлушки-то нету, блин, нам надо за хлопком срочно бежать.
Кокпит. У нас всего 5 хлопка, блин, а нам надо их 10. Погнали за хлопком, сгоняем по-быстрому. 5 штучек всего. Кто-нибудь видит хлопок на горизонте? Что-то не видать. Во, отлично. Раз, два, три, еще 2 штучки надо. Как вот мне удачно уже 2-й раз сломает седлушку. Блин, надо ее как-то, дуги какие-то безопасности, что ли, сделать из металла. Чтобы он не пробил ее, блин. Ну невозможно, блин. Не напасешься на них. О, раз. Давай, еще один, вон вижу. Отлично. Про запас все заберем, короче. Все. Погнали делать. Да не грусти, Кэп, ты чё, ё-моё, ты же, блин, шашлыка пожрал. Как можно грустить после этого? Сейчас поедем, нафармим камня, металла, начнем все это складировать. Потихоньку будем перерабатывать все это в кирпич, начнем очерчивать границы нашей базы. Ты чё? Нет повода для грусти вообще. Все будет офигенно. Я понял. Ясно. Так, ну что ты мне там движок выдал, нет? В смысле? Не понял. А что, он не крафтится, когда здесь никого нет, что ли? Серьезно? Надо обязательно здесь находиться? Не, ну это издевательство. Так, нам надо еще седлушку заказать, да? Интерактив, седлушка. Вот, погнали. Блин, тоже целая минута. А где у нас бур? Это в этом сундуке, да? Корзинка с картошкой, она как патроны идет для пушки, короче, картофелемета. Вот, но как эту пушку добыть, я пока не знаю. Поэтому нужная тема.
Так, куда нам теперь все остальное это приделать, блин? Что я вот тут сотворил такое непонятное? Надо сидлушку поставить, чтобы понятно было. О, так, я хотел еще вот сюда, короче, погрузить вот эту вот фигню. Ну, не знаю, выдержит у меня или нет. Вот так вот. Нет, подожди, надо симметрично это сделать нам, да? О. Вывезет, мне интересно, нет? Давай, давай, заходи. Так. Классно же будет, да? А бур, короче, вот здесь, как обычно. Так, погоди, а движок тогда где поставим? Блин. Один спереди можно поставить. Да? А второй придется где-то здесь. Тогда вот это надо убирать. Так. Это на привод пойдет. Сюда бурик мы сейчас воткнем. Где он у нас? Что-то не вижу я его. Подожди, а куда мы его дели? Во, погоди, ну-ка, может здесь? А, вот он, да, отлично. Подшипничек, это... Все, сейчас запилим. Так вот, да. И сюда его вот так вот раз. Все, осталось только колесики приделать, мать его. Вот это расширить, чтобы еще эту платформу сюда зарядить. Так. Во, ровненько, отлично. Короче, нам вот эту полную надо собрать, всю фигню. Ну и все, у нас колесики, в принципе, только остались. Это будут у нас такие дуги безопасности, типа. О. Нефункциональная вещь такая, чисто декорация. Так, еще мне сделайте таких.
Не, ну классно же. Смотри-ка. Вообще. Так, вот раз, смотри. Как я придумал, классно, да? Так, и нам надо поворот же еще сделать, да? Единственный косяк, что у нас бур несимметричный, не по центру стоит, но тут его по-другому не поставишь. Да, где колесики? Колесики у нас вот они, вот здесь вот складированы все. Раз, два. Блин, а хватит-то у нас по высоте? Придется, наверное, переделать. Сейчас посмотрим, как это будет на практике выглядеть. Так. Все, пойдем так эту фигню заберем, трубу здесь. Так, ну еще фонарики еще поставить. Передние габариты и все, наверное. Минималочка есть. Все. Так, теперь мы все это связываем, да, и нам надо кнопочку еще на запуск бура. Так, кнопка. Точнее, переключатель, он у нас в этом. Вот он. Так. Так, кнопка сюда, это сюда. Так, движок. Привет, 020205 20 50. Так, это сюда. От движка на колеса, да? Ой, нет, нет этого. Вот он. Так. Так, смотрим направление. Правильное. Здесь неправильное. Все. Теперь правильное. Все мы соединили. Это есть. Вот с этим еще надо вот так вот, наверное. А, нет, все. Через кнопку, короче, раз. Зашибись, да? Так, заправить осталось только. Блин, топливо вообще на минимуме. Вот, кстати говоря, его же можно апгрейдить, тогда у нас количество передач увеличится. То есть я могу еще и передний привод запилить. Давай попробуем. Классно, слушай. Там будет высокопроходимый у нас. Так, и я еще, короче, вот, руль еще надо, да? Связать, чтобы поворачивать. Так. Все правильно, да? Так, топливо. Топливо. Где у нас топливо? Где-то было. Вот. Все, как раз сейчас рассветет, поедем. Так, вот это у нас машина. Ну, так вот можно оставить. Так. Это у нас бур.
Его можно по максимуму сделать. Так. Все. Я готов. Надо испытать. Но мало ли вдруг не работает. Не туда поворачивает. Нет, туда надо направление поменять. Так, так, все. Поехали испытывать. Ой, заносит на поворотах. Давай, газуй, газуй. Не хватает мощи. Вообще офигенная тачка. Только что-то, блин, мощи не хватает. Нет, блин, не очень удачно бур расположен. Назад откатывается и все. Так, теперь, по идее, у меня все это должно автоматически собираться. Проверяем. О, смотри, красота какая. О, вообще. Ай-яй-яй. Я перевернулся. Ай-яй-яй, что-то, блин. Несбалансированная получилась машина. Да, очень удобно на самом деле, блин. Ну, надо, конечно, бур усовершенствовать. Не очень удачно я его расположил. Вот так вот раз, смотри, собрал. Повез, короче, на переработку. Мне надо это топливо, ты о чем? Водопровод сделай. Да я пытался сделать машину, которая без топлива ездит. Что-то, короче, возможность есть, но надо обкатывать эту технологию. Давай, давай, давай. Красава. Блин. Я не то сделал. Блин. Я разрушил все, что я делал, блин.
Движок выключите. Он у меня работает. По новой связи все прописывать. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. Направление поменять. Что еще? Это сюда. Все. А что там разбираться, ё-моё? Так, что-то у меня двигло повисло, подожди. На кнопку есть, раз запустили, да, поехал. Пошире надо было ее сделать, блин, вот она, видишь, неустойчивая, базу саму надо шире делать. Да. Опять не на то нажал, бля. Так, сюда, 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 повороты, движок. Все, да? Блин. Я, блин, начал кнопки путать. Что, мне тут вылезла какая-то хрень. Плюс. Все, поехали на базу, короче. Топлива нету. Надо, блин, либо нефть добывать. Так, погнали все-таки посмотрим, что нам нужно для этого, блин. Я все время забываю для переработчика. Может быть, мы сможем его уже сделать, нет? А, да, так, этих 5. Ну, это есть, вот этих желтых нет, а это можно надыбать. Так, короче, затыка с этими желтыми. Сейчас посмотрим, где-то они у меня были. Может быть, есть даже. Так, здесь нету. Здесь уже что-то не вижу я их, да? Неужели я их все потратил-то? 18 штук было. Коса, да? Топлива мало, блин, можно было поехать пофармить сейчас, но, блин, я боюсь где-нибудь ее... Она у меня встрянет без топлива, блин. Так, а нефти всего 2 штуки. Ну, короче, либо за нефтью идти, блин. Либо пешком фигачить. Все упирается в эти штуки, блин, в эти компоненты, блин. Всё.
О, 2 штуки целых. Так, нам нужно топливо. Где оно у нас? Вот оно. Быстро делаем, делаем, делаем. По максимуму. Во. Пойдет. Погнали. Надо, короче... Ой-ой-ой.
красавчики вообще. Так, что у нас тут повыпадало-то? Тачку, короче, надо домкрат вывесить, чтобы они до нее не добрались, бля, а то опять сломают мне ее. Они это могут, блин. Все, так они мне не достанут. Ой, хуй глаз калит. Так, может быть, фонарь снять с этого, блин, с тачки? Там что-то не забрали, блин. Да, не сильно лучше стало, блин. Да что, пытаемся надыбать вот эти вот опять компоненты для того, чтобы построить завод по переработке. Надо еще 3 штуки найти. У нас, как всегда, ночь, блин. Так, смотрим. Короче, здесь нет у нас этого. Поспи, малец.
О, у меня что, свекла есть. Блин, я забыл про нее вообще. Пожрать хоть можно. Блин, он мне сейчас опять... снесет тут все. Пронесло. Че оно, блин, у меня полный привод, че оно тупит-то, не пойму, блин. Нормально же все было. Вообще не хватает. Ну-ка, если мы накинем еще. Ой, ёп. Дрифтует. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну-ка, ну-ка, не-не-не, чуть-чуть надо поубавить. Жестко слишком. Вот так вот, наверное. Да что ж такое-то, блин, невозможно. Дрифтует просто. Блин, задний привод дрифтует капитально вообще. Точнее, задние колеса. Короче, руль поворачиваю, а она все равно прямо едет. Прям физика такая здесь просчитанная, офигеть. Неожиданно. Во, давай, давай, ты сможешь. О, красота. Так, пошли. Нам осталось сколько? 3 штучки. Надо собирать.
Ой, ё-моё. В смысле, почему? Ай, фак, бежим, бежим. Потому что канал так называется. Вот это мне приложил, я почти умер. Так, что у нас? Давай смотреть. 3, да, еще 2. Четыре, отлично, еще одну и все. Делаем наш заводик по переработке. О, шикарно. Просто шикарно. Пятерочка, да, все, пятерочка, погнали. Хоп, хоп, хоп. А где ты имеешь в виду такую поставить? Так, нам в ту сторону. Ты имеешь в виду на Ютубе, что ли? Там, ну там временно это все. Там я их правлю, когда выходит, ну стрим заканчивается. Да, я потом правлю эти заставки. У меня это по умолчанию стоит картинка канала. Вот, а потом я правлю. О, это надо забрать, блин. А можно вот так вот сделать, пацаны, смотри, допустим, мы лифт тыкаем, да? И сами поднимаемся на ней. Допустим. Так вот на нее запрыгиваем, да? О! Фак. Смотри, оказывается, все просто, ё-моё. Это типа лифта. Сейчас мы вот туда заедем. Нам, чтобы вот туда вот до этих подняться, до пчел. Да чё она не едет, я не пойму, блин. Чё за фигня, блин? Бля, меня бесит, бля, просто. В горку вообще не отказывается ехать. Так, смотри, теперь мы берем вот так вот на двушечку, нажимаем, да? Лифт и пошел. Почему нет? Так, окей, давай так, сначала вывесим.
опустим. Блять, она меня убьет сейчас. Да, вот так вот опустим. Я на нее запрыгну, такой типа раз. И поднимаемся. Смотри, хоп-хоп-хоп, да? Работает же? О, шикарно, слушай. Вот это я гений. Ай, пал. Эх. Так, где-то тут еще у нас одна была штука, нет? Или я все собрал? Можно даже вот так вот сделать, короче, прям поставить куда нужно. Так, раз. Так. Опустили. Запрыгнули. Так. И поднимаемся. Смотри. Я вообще гений просто. Оп. Оп. Туда я не достану, блин. Да, это максимальная высота, похоже. Да, не достаю. Ну ладно. Хоть так. Что, поехали выбираться. Надо сделать все-таки уже завод. Да я его не забыл, я до него не достал. Немножко не допрыгнул. И машина не поднимается больше. А, или ты имеешь в виду, что-то у меня там выпало? Ну ладно, может быть, хер с ним. Не страшно. Отлично. Так, пошли смотреть, что нам еще надо. Там вроде основное мы уже собрали. Все, и, короче, металлоблок первого уровня. Это у нас где-то было. Сейчас найдем. Но если не найдем, то скрафтим. У нас есть из чего. Так, это второй. Блин, первый я что-то здесь не вижу. Подожди, а где у нас еще может быть? В машине может быть? Чё беда, слушай, блин, нету? Да как так-то? А, ну вот, я, в принципе, могу скрафтить. Нам там 60 надо, по-моему, да? $23 есть. Так, ну что, погнали, наконец-то. Все, у нас все хватает. Так. Смотрим. Что там у нас выпадет? Интересное. Опа-на! Давай-ка мы его вот сюда поставим, наверное. Так. Сейчас. Подожди, не, ну так-то не надо. Надо понять, как ты работаешь. С какой стороны тебя подгружать. Да?
А, во, смотри, и он пошел, короче, сам. Смотри, как красиво. То есть тупо, короче, подносим вот этот вот склад. И он такой раз. И выдает, да? Сюда, наверное, по идее, можно сундучок вот такой вот присобачить. И он туда будет все передавать, правильно? Красота. Ну все, смотри-ка. Жить можно. Осталось только нормальную машинку сделать, блин. Я имею в виду бур, короче, поправить. И базу пошире сделать. А то она у меня, блин, болтает ее. Базу расширить надо. Так, колесики отваливаются. Сейчас, на чем мы их повесим? Так. А что остановился? А, типа, забился, что ли? О, смотри, какой он еще это, привередливый. Так, нам что надо? Нам нужно либо вот такие вот... Сюда прифигачить вот так вот, да? И... И вот так вот. Раз, два. Это забираем. Повыше поднимаем. Так. И вот так вот. Оп. Так будет поинтереснее гораздо. Так, подшипники. Так. Так. Колеса. Раз. Два. Все. Смотри, база пошире. В принципе, можно и здесь расширить. Так, есть у нас еще? Да, в принципе, да, можно. Давай так и сделаем. Убираем. Так, теперь берем вот это. Тыкаем вот сюда вот так вот. Так. Потом вот это. Так. Теперь рулежку. Так. Ой. А, все нормально. Так, и вот такую вот еще штуку. Раз. Сюда. Два. Сюда подшипнички тоже. Раз. Два. Колесики. Раз. И два. Так. Все. Теперь мы сейчас все это свяжем. И будет все у нас отлично. Так, это сюда. Это сюда. Направление меняем сразу. Так, и привод. Так, смотрим. Вот это поменяли. Да, хорошо, я напишу. Посмотрим, что у меня со временем завтра будет. Может быть, завтра разберемся. Так. Так, все. Базу расширили, теперь надо проверить еще нам. О, ну все поустойчивее. Блин, ну класс, теперь совсем другое дело. О, смотри, маневренная такая. Классно. Все, я готов. Так, теперь, короче, нам надо вот под это дело сделать сундук. Чтобы нам сюда все это сплавлялось, да? А сундук там не дешевое удовольствие, насколько я помню, да? Блин, ну тут опять эти три части. Да, не проблемы. Опять эти три части, блин, нужны. Так, ну здесь попроще, да? А маленький сундук можно приконнектить? Или нифига? Нет, походу нет, у него нет этих разъемов. Так. Придется большой коннектить. Че, куда деваться? Так. Вот так вот, да?
Ну-ка мы его вот так вот поставим. Воу, ты красава. Слушай, поделишься чертежом? Так, ну и что, я вроде как бы присоединил, а он что-то не хочет. Ну-ка, может быть, я неправильно его присоединил? Может быть, наоборот надо вот так вот? Что-то не идет. Странно. По идее, должен. Так, ладно, давай еще раз попробуем. Все равно не работает, да? Вот зараза. Так, ну что, в принципе... Блин, время ночное, да? Это плохо. Почему нельзя делить по частям топливо? Ну или вообще как бы эти ресурсы? А то что-то мне вот, допустим, надо пополам поделить, а я не могу. Что мне вот с этим буром придумать, а, пацаны, ребята? Не очень удачная конструкция у меня с этим буром. Какую-то надо получше придумать. Знаете что, я думаю, чуть-чуть удлинить надо. Вот на эту штуку посадить. У нас в прошлый раз так и было, кстати. Можно даже еще удлинить вот этим вот. Сделать вот так вот, потом вот эту штуку. Ну, нормально же будет. Потом подшипник. Так, а потом уже бур. Вот. Что такое? Не хочет что-то. Вот. И сейчас законнектим это с движком. Вот так. Все. Ну, хотя бы так. Можно было повыше, конечно, все это дело поднять. По идее. Так, теперь, короче, смотри, берем вот это. Нам, кстати, это надо местами поменять, потому что у нас тут еще сундучок. Мы его сюда пока поставим. Так. Тут у нас вроде ничего такого нет. А вот это нам нужно вернуть на тачку. А вот, потому что, как только рассветет, мы поедем бурить. Добывать камень. Искать месторождение надо. Так, что нам здесь не нужно? Нам, в принципе, здесь все не нужно. Где фонарь можно повесить еще на тачку. Вот так вот пойдет. Ну все, ждем утра и вперед. Работать. Непонятно, почему не уходит сюда этот. Так, давай по-другому попробуем поставить. Во, красиво, красиво. Что-то, кстати, по фонарям надо посмотреть. Есть что-нибудь толковое? Так, части. Смотрим. Здесь нету. В тулсах нет, блоки. Пока нету, да, интерактив. Но я не вижу здесь никаких фонарей пока. Вообще. И это странно. Наверное, рано еще. Наверное, апгрейдиться надо. Сколько интересно уровней апгрейда у краудбота.
Так, надеюсь, топлива мне хватит. Ни хрена мне не хватит. Мало топлива вообще. Блин, надо, короче, в настройках поставить день, чтобы был постоянный, блин, без ночи. Что невозможно, ночью вообще ничего нельзя сделать. Ерундой, блин, занимаюсь, лишь бы время прошло. Так, ну что, рассветает, нет? Поехали. Ищем месторождение. О, вот там вот есть, сейчас там что-нибудь нарубим. А, и вот здесь вот есть. Здесь, кстати, очень удобно. Топлива маловато, конечно. Ну что ты, давай, ё-моё. Давай, 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 работай. Шикарно. Оба-на, нифига себе, он камень разрушил. Ничего себе. Красавчик. Давай, 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 работай. Слабоватый какой-то бур. Мощи не хватает, наверное. Надо прокачать движок. Крыло. О, нормально замурился прям.
Вообще, по-хорошему, надо 2, наверное, бура. Так гораздо быстрее бы дело пошло. Так, что у нас там с топливом? 6, да, здесь 3. И можно поработать. Автоматическая погрузка в действие. Ого, накрыло сверху, меня чуть не убило. Блин, каска нужна или защиту сделать надо. Опасно очень. Красава вообще. Не, ну монстр, не машина. Какой-то камень левый прилетел слева. Левый слева, бля. Невидимка, камень-невидимка, бля. Так, выключаем пока. Сейчас тачку надо перетащить. Застряла малец, да? И вот это все обработать. Самое интересное занятие в этой игре. Блин, а если... Че, сильно, да, бьет? Блин, я так подумал, короче, а если сделать еще такие, знаешь, вот как у крана есть упоры, когда он, допустим, стрелу разворачивает, да, он упоры в землю ставит, а у триггера называются. А если такую же, короче, тему придумать и с машиной, а у триггера сделать и бур на управляемом, короче, этом рычаге. Классно же будет. Езжаешь такой раз, а у триггера выставил и такой пересел, допустим, в кресло управления буром. И давай им, короче, шурудить такой везде, чтобы не ездить вот так вот, не упираться. Тема же. Вообще. Так, теперь это все надо собрать.
Так, надо задом как-то подъехать. Так. Давай. Назад. Хоп-хоп-хоп. Че, полный? А, все, да? Больше я не увезу, наверное. Да, этого маловато. Ну что, поехали. Надо еще умудриться назад доехать, а то топливо сейчас закончится. Ну, нормально себя так ведет, более-менее устойчиво. Вот я не зря, короче, базу расширил. Была слишком узкая. Сейчас нормально. Даже на большой скорости более-менее. Так, забираем, ставим, да? Оп. Поехали. Хоп-хоп-хоп. Так, ну тут у нас места нету нифига. Можно что-нибудь... А, вот, кстати, начал он все перегружать. Классно. Можно позабирать, в принципе, вот сюда перекинуть. Так. Пылесос работает, короче, все. Нормально. Так, что я хотел? Давайте глянем, что у нас с бензином. 2 осталось всего. Здесь 3 еще есть. Так. И сейчас пожрать надо, блин. По-быстрому. Вон у нас куча коров, блин. Надо их всех собирать. Делать ограду, чтобы они никуда не убегали. И работать с ними, блин. Кукурузы нет, уже жалко. Да, спасибо за подписку. О, кстати, месторождение вот рядом. Надо будет сюда закатить. О, у нас рядом оказывается этот Пчелкин домик, бля. Отлично. Так, и кукуруза у нас сюда, давай ее. По-любому надо делать, короче, поршневой движок. Потому что ты с этим бензином замучаешься, его постоянно фармить надо. Напряжно очень. А движок поршневой он вообще не требует никаких затрат. Да, он большой, но за все надо платить. Зато бесплатный. Что вот что, мне сейчас ехать работать, допустим, на добычу, да, у меня бенза нет, мне надо его добывать. Это надо плавать, блин. Это же геморно вообще просто.
О, а там ящик какой-то. Я себе, надо глянуть. Опа, неплохо. Ценный компонент. Так, что у нас? 14, надо 15 хотя бы, чтобы 15 топлива получилось. И ночь у нас уже на дворе опять, блин. Или до 20-ки добьем. Не успею, потемнеет, ничего не видно. Блин. О, это что за рыба? Это креветка какая-то. Ой, я ее поднял. А зачем она нужна? Непонятно. Вон там еще одна. Что с ней делать? Что-то непростая какая-то рыбеха. Я не вижу, чтобы она мучилась на суше. А может, она роботов отпугивает? Так, делаем топливо. Да, замучусь я так топливо крафтить, блин, постоянно. Так, смотрим, что у нас. Переработал он все. Где у нас тут сундуки? О, отлично. 256, 14, 143 металла. Блин, мы живем вообще просто. Потихоньку, потихоньку мы сейчас накопим очень-очень много кирпичей.
Можно кстати, из кирпичей можно делать песок и стекло, если что. Я пока не знаю, надо ли. Вот. Точнее, не из кирпичей, а из камня. Из кирпичей уже ничего там, по-моему, не сделаешь. Так. Что нам нужно? Нам нужно сейчас заправить тачку. Заправить тачку нам надо. И... Так, подожди, не садись. Еще вот здесь вот. И с утра стартуем опять на добычу. Так, пока пойдем рецепты поизучаем еще, что можно из камня делать. Так, блоки смотрим. Песок. Из камня. Так. Стекла я не вижу. Наверное, еще не дошли мы до этого. Можно вот, кстати, бетон делать. А вот. Эти сетки какие-то, я не знаю, для чего они. Как их применять вообще? Наверное, какие-нибудь заградительные, да, типа колючей проволоки. А вот супер бетонный блок 3-го уровня. Очень тяжелый, прочный, на 7 единиц получается. Да, самый прочный из представленных бетонов. Металлический блок 3-го уровня на 8 единиц прочность. Вот из чего надо стены делать. Они же могут все это проломить, если из обычных сделать. Вот если из таких, но это, блин, слишком дорого. Это очень дорого. Хотя, в принципе, древесный уголь, его не так сложно добыть. Можно циркулярку приделать на тачку и поехать нарубить. Там, в принципе, ничего сложного, только время придется потратить. А вот этот вот блок металлический, здесь, кстати, тоже древесный. Точно, древесный уголь много чего завязано. Так, 2 часа ночи, а до рассвета осталось немного. Кто это вообще? Непонятное существо. Так, кукбот. 10 компонентов, но это решаемо. А вот это, конечно, проблематично собрать. Так, 3:30, сейчас уже рассветет, можно ехать. Ай, блин, я забыл же этот погрузить, блин. Я думаю, что он у меня так легко летит? Игра через Steam, да.
А что? Так, надо, втыкайся. Давай, давай, втыкайся. Ну, ты чё, блин, так криво? Вот, перфект. Поехали. А она, по-моему, только в Стиме и продается. А как можно иначе? Если только пиратку какую-нибудь. Запускаем наш бур и начинаем пилить. Что-то слабовато как-то. Мощи не прибавить, надо прокачивать. На максимуме стоит. О, дело идет. Смотри, как удачно залетел. Давай, давай, давай. Молодец, вообще красавчик. Хорошо, хоть бур не изнашивается. Наверное. Так, давай мощи прибавим. Что-то, блин, дохленько как-то работает. О, другое дело. Сейчас топливо, правда, быстро закончится.
А мне интересно, вот если, допустим, здесь все выбрать, потом заспаунится здесь это дело. Вау, бам, сейчас накроет меня. Оу. Вот это мощь, смотри, залез прям на этот. Ой, раздолбал, вообще красота. Не, ну зверюга, а не машина. Просто. Так, ну чё, то это придется добивать вручную все. Так, ну чё, мне этого с головой хватит сейчас загрузиться до конца. И... Чик-чик-чик, смотри, полностью. Оп, все, еще осталось, короче, еще одна удочка. И все вывезем отсюда. Главное, чтобы бенз не закончился. Вау, бенч. Вот это я мощи себе прибавил. Надо убавить. О, топливо закончилось, а здесь есть? Бля, слава богу, здесь есть. Давай, загружай. Чуть-чуть поменьше. Вот так вот. Поехали. Да. Нормально, блин. Я же убавил мощи. Это токийский дрифт, блин. Тачка как у Доминика Торетто, бля. Из фильма «Форсаж». Полный привод, блин, все равно заносит. Так, я думаю, мы успеем еще разок мотануться. Только у нас топлива ни хрена нету. Все работает, процесс идет. Надо, короче, еще один такой же на смену.
Посмотрим, что он там стоит. О, кстати говоря, мы можем его спокойно сделать. Нам нужно всего лишь металлоблок первого уровня. Вот у нас их много. Еще можно прямо сейчас ехать, правда, по топливу, блин, вопрос. По топливу может не хватить. Хотя там бурить особо не надо, там только пособирать вот то, что есть еще. И все. Все, это пока обрабатывается. Пусть мы сейчас гоняем за очередной партией. Правильно? Привет, Little Devil. Это которая Светлана? Или я ошибаюсь? Вот, видишь, я помню. Да, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Как много у вас личностей, дорогой друг. Вы сами не путаетесь в них? Давай, 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 братан, давай. Так, так, забираем все это. Барахлишко. Оп, 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 оп. Так. Отлично. Ну все, молодец, красавчик. Так, погоди нас здесь, мы сейчас... Привет, привет. Да разбиваем эту хрень, да заберем ее. И все. 2 ходочки за день, нормально. Можно было побольше, конечно, но... Да надо тачку улучшать. 2 бура ставить, наверное, как минимум. Я понял тебя. Ребят, вы мне скажите, вот когда я вот на таком расстоянии от микрофона говорю, нормально меня слышно? Ну и отлично. Вот видишь, за день 2 ходочки сделали. Худо-бедно, а процесс идет. Надо потихоньку определяться с очертаниями базы. Вот, чтобы не была и большой слишком не была, и маленькой. Вот. Я вот думаю, знаете, какую примерно, вот как в ролике, да, в трейлере. Что-то наподобие сделать. Она там, в принципе, небольшая, не маленькая. Такая нормальная. Особо не париться. Потому что если большую зарядить, ты, блин, просто замучаешься работать на нее и не успеешь, наверное. Разнесут. Среднюю надо, короче. И все-таки твоя эта тема с крыши гаража тебе не дает покоя, да? Ну, в принципе, можно. Какой-нибудь лифт придумать туда или лестницу.
Давай, еще один остался. Все. 2 ходочки мы за сегодня запилили, ребята. Вообще классно. Ну, в смысле, за один день здесь в игре. Так-то мы уже 3-ю сделали. Не нравится мне ночь вот вообще. Я вычитал, что можно, короче, командами, короче, поставить постоянный день. Я вот все думаю, блин, может и правда сделать. Ну, если у тебя там будет лестница какая-то, будут забираться. Если какой-то лифт придумать, что вполне реально, то, наверное, нет. Так, ну что тут? Блин, прикинь, а он не работает, когда нас здесь нет. Это типа, короче, как чанг тоже, да? Если он не активный, день и ночь так лучше. Ну, блин, они меня бесят. Вот ночью мне реально вот нечем заняться. Ну, как... Точнее, есть чем, но просто темень такая, что нифига не видно, блядь. Что делать, блин? Ходишь, блядь, вот хоть глаза выколи, блин, ничего не видно. Фонари какие-нибудь сделать такие, которые бы светили, блин. Но их вроде там пока нету, надо прокачивать. Так, что здесь у нас? Процесс идет? Процесс идет. Да, наверное, ты прав. Паркур на крышу? Ну, да, можно. Но прикинь, ты что, каждый раз туда будешь так прыгать? Бред. Надо какой-то лифт придумать, знаешь, такой на кнопку нажимаешь, такой раз поднялся. Это реально, кстати говоря. Там же поршни есть, надо просто посмотреть, на какую высоту они максимально могут поднять. Простейшая конструкция на самом деле. Можно на 4 точки сделать, можно на одну попробовать. Простейший лифт. Так, что у нас здесь? Все? Да, админ DieFly. Так, это забираем. Это грузим. Вот сейчас надо идти топливо, короче, фармить, блин. Потому что без топлива особо не наездишься. Больше всего не нравится это фармить топливо, в воде плавать. И эти, блин, жемчужины сраные. Таких машин же можно несколько поставить, блин, и гораздо все быстрее пойдет, да? По 256 стак. Интересно. Они решили не повторять судьбу Майнкрафта, да? Сделали нормально количество. Так, где у нас кирпичи, блоки? Тут не вижу, где они у нас. А, вот они. На лифте из инвентаря. Ну да, в принципе. Да можно, тут что угодно можно делать. И по 2 прицепа, и по 3, хоть сколько угодно. Тут хоть паровозик сделай. Вообще нефиг делать. Просто не совсем удобно будет. Скорее не прицепом надо делать, а просто базу расширить и чтобы единое было. Потому что прицепом сложнее ездить. А так хоть паровоз сделай. Здесь, мне кажется, вообще все что угодно можно сделать. Но меня впечатлила, конечно, возможность постройки поршневого двигателя.
просто. Я, конечно, был немножко в шоке. Который реально работает. Причем поршней можно туда накидать вообще до хрена. Хоть 2, хоть 3, хоть 4, блин. Просто размеры будут разные. И реально это работает без всякого топлива. Тачки ездят. Да, советую. Если нравится вот что-то типа Space Engineering, такая механика, да, обязательно надо пробовать. Ну, это с модами. Уже, ну, немножко не то. Да не вопрос, братан. Я тебе просто советую, чтобы ты ее не пропустил. Вот, а там когда что, это уже сам решай. Я тоже считаю, что с модами не надо. Я вообще моды не приветствую на самом деле. Какие бы они хорошие не были, но это все равно, это не классика, не канон, как говорят, да? Да не, игра прикольная на самом деле. Вот посмотри, здесь это блоки, допустим, да? Это инструменты, которые ты можешь использовать. Это вот для связки между собой интерактивных элементов, для их управления. Вот это покраска, любые цвета. Это сварка. Можешь сваривать конструкции цельные делать. Так, потом что? Это просто части, из которых можно что-то делать. Всякие разнообразные. На первый взгляд кажется, что их много. На самом деле, если начнешь с ними работать, быстро привыкнешь, как бы и поймешь, что к чему и где что применить. Вот, да. Потом что? Вот интерактивная тема. Это уже запчасти к самим механизмам. Я не буду говорить машинам, потому что машины это частный случай механизмов, да. Их можно использовать для создания. Вот поршни есть, вот амортизаторы с пружинами, да. Это сенсор, который реагирует, если мимо что-то проходит, он сигнал подает электрический. А вот движки, топливный, электрический. Так, сейчас я заберу все. Значит, как пит для управления, это сиденье с рулем, да. Потом просто сиденье, это для мотоцикла управления. Ну или, по крайней мере, для такой посадки. Унитаз, это всем понятно. Это реактивный двигатель, это контроллер. Тоже штука полезная, позволяет управлять несколькими элементами сразу. Вот это логические ворота, но это уже пошли эти микросхемы, всякие схемы. Здесь, блин, бошку можно сломать. Таймер, ну это понятно, это выставляешь определенное время, он тебе сигнал выдает. Ну, радио понятно, это херня, это гудок, пара. Что еще здесь полезного есть? Ну, вакуумный насос, воду качать, цистерна для воды, это поливалочка. Вот. Бур на машину, ну, на транспортное средство можно приделать для того, чтобы бурить, да, и пила, дерево пилить, вот. Собственно, как-то так. Но я думаю, что это еще не все, потому что у нас еще не все открыто здесь. У нас 4-й левел всего лишь. Вот. Мне почему-то кажется, что там дальше еще что-то есть. Много интересного на самом деле. Так, давай, что у нас еще остался? Камень. Кирпичей еще наделаем. Так, что у нас? 4,50. Погнали, короче, сейчас пофармим это. Здесь у нас все он сделал, да? Забито кирпичами, короче, места уже не осталось. Их нужно куда-то сливать. Здесь, ну, кстати, у нас здесь еще место есть, отлично. Так, нам надо с хавкой что-то порешать. Раз. Так, давай сразу контейнер погрузим. Вот.
По-быстренькому сейчас на озеро, сейчас коровок покормим, молочка сделаем. И поплаваем, пособираем все-таки нефть. Пару ходок сделаем. И можно потихоньку очертания базы вырисовывать. Корова морова, дай молока. Все, не дашь больше? Ну ладно. Так, погнали. Что, закончилось топливо? Серьезно? Да не, есть еще, что ты тупишь-то? Поехали. Во, смотри, они там это прессуют корову. Надо сейчас ступиться за нее. Да и у нас их и так мало тут. Их трое тут целых, смотри-ка, ну-ка. Ребята, я тут, идите сюда. Разговор есть. Так это не корова. Это же этот... Ну, прочитай слово корова наоборот. Вот это будет это. Да, надо сделать. Я все как это. Надо. Сейчас я кирпича нафармлю. Вот, и буду потихоньку очертания базы рисовать. И там где-нибудь для загон придумаю для них. Чтобы они у меня под рукой всегда были. Я вот не знаю, кукурузу как-то можно это выращивать или нет. И вообще, только ли кукурузой можно их кормить? Надо разобраться. Ну, по сути, да, как бы, но... Видишь, корова наоборот получается. Корова-морова. Смотри, их тут у нас 6 штук целых. Блин. Нельзя упускать такую возможность. Разбегутся и все. Или эти поубивают их. Давайте, кушайте, кушайте. Да, у нее вымя на голове. Да, согласен. Все, фармимся. Я не знаю, успеем. Ну, одну ходку мы точно, наверное, успеем сделать за сегодня. Нам надо хотя бы 15 нефти собрать. По-быренькому. Раз. В идеале, конечно, подводную лодку бы сделать для этих целей. Все вообще, чтобы она быстренько плавала. Это, кстати, тоже реально, блин. Я вот так подумал, ну а что там надо? Там единственная затыка будет это с корпусом, чтобы он реально был как подводная лодка там, да? И, допустим, да, у меня московское время. Воздух выдувал, чтобы погружение происходило. То есть корабль это реально, а вот подводная лодка, не знаю, вот. А привод вообще реально сделать. То есть с приводом нет никаких проблем. А вот с воздухом, чтобы выдувало, это не знаю.
Вот так вот плавать — это очень нудное занятие, блин, просто. Хуже занятий не придумаешь. Хуже только вот эти вот жемчужины собирать. Там их еще разбивать надо. Ну, я не говорю, что можно. Я исхожу из возможностей игры, ну, примерно понимаю, что, наверное, можно. Вот. Предполагаю. Так, пятнаха есть, давайте 20-ку сделаем. Да, с кислородом, я думаю, здесь, если внутри сделать корпус... Да, обычную можно, это да. Если внутри корпус сделаешь, то там не будет проблем с кислородом. Такой полый, да? Как и положено. Вот, по идее, я видел, тут есть такие блоки, из которых лодка делается, то есть, чтобы на плаву она держалась. Ну вот смотри, если, допустим, взять и... Ну, тут же есть гравитация, как положено, физика тут как бы, ну, нормальная, да? И взять, допустим, и сделать корпус наполовину из металла, наполовину из этих блоков, чтобы он погрузился посередине, допустим, и не плавал, как бы, и на дно не уходил. Возможно? Не знаю. Надо пробовать. Так, что у нас там получается? О, кстати, пчелки. 26, все, нам этого хватит, блин, ну. Ну, дерево всплывает, а металл? Металл всплывает или нет? У меня с собой металла, к сожалению, нет. Давай камень попробуем. Вот давай, мы его сейчас, короче, разобьем. Нет, надо вот так вот сделать, смотри. Друг на дружку поставим. Тын-тын-тын-тын-тын. Да? И вот этот уберем. Все, он тонет, видишь? А вот металлический, но он тоже, скорее всего, тонет. А дерево надо проверять. Я тоже думаю, что сработает. Надо пробовать. Ай-яй-яй, куда? Ты чё, братан, давай, соберись. Бля, да что ты, не успеем сегодня ходку, наверное, сделать. Уже 2 часа дня. Все забрал. Отлично. Хорошо, хоть пчелы не кусаются. Вот здесь у нас, кстати, недалеко древесный уголь можно подобывать. Вот тут горелый лес. Тоже нужная штука. Не знаю, мне нравится игра, мне нравится вообще и Raft, тоже игра этой компании. Хоть там и скудненький такой контент, но что-то в ней есть и в этой игре, и в той, вот что цепляет, не знаю почему. Вот я не могу объяснить. Графика такая приятная и напряжная. Видно, что люди подошли с душой к этому делу. Какие песни я слушаю? Да, хрен его, разные. Да так особо не слушаю, но когда слушаю, то разные. В основном, наверное, что-то типа техно там какое-нибудь танцевальное. Так, где наш пепелац? Мы Raft обязательно будем играть, когда выйдет обновление.
Вот, я жду обновления. У меня там, в принципе, я на прошлом стриме рассказывал, там все пройдено до того момента, до которого возможно. Вот, как только обновление выходит, сразу играем в RAF, несмотря ни на что. Как-то так. Там, кстати, нет проблем. Ну, там, ну, в смысле, здесь тоже нет проблем с мультиплеером, насколько я знаю. Люди играют вместе, а там и там как бы тоже можно играть в мультиплеер. Так, быстренько крафтим 4... Ну, мы не успеем ни хрена, наверное, блин. 4 часа дня, солнце где-то 8 заходит. Так, топливо, парц. А без проблем. Поиграем. Меня в рафте больше всего бесит даже не столько акула, сколько эта птица, которая летает на островах. Орел. Я его, наверное, пару раз его убивал. Какой он, блин, прям вообще. Камни на бошки сбрасывает, никуда от них не деться, блин. Меня акула не бесит вообще. Я уже научился с ней бороться вообще в легкую. Вот, а эта птица, это вообще что-то с чем-то. Так, ну что, погнали, успеем еще разочек сгонять, нет? Что ешь? Да нет, я же вампир, я кровью питаюсь. Что, какая еда? Ну и пивом иногда еще питаюсь. Какая еда, братан, ты что? В наше время уже кто еду ест? Пиццу и пиво я люблю, все, больше ничего. Жена сидит, спрашивает, а я? Ты же не еда, ё-моё. Блин, не успею, сейчас уже солнце будет заходить. Не, ну я считаю, сегодня все равно продуктивно провели мы время. Как ни крути. Хоть немножко и вначале в самом попарились с этой, блин, машиной. С этим двигателем без энергии, да. Но нафармили мы сегодня неплохо. Ну давай, что ты, блин, привод на все 4 колеса. Что тупим-то, я не пойму, блин. Что за фигня, блин? Ну-ка, давай проверим. Движок, ну да, на все 4. Чего тупим-то, я не пойму, блин. Ладно, вытащу тебя по-братски. Вижу, не справляешься ты в одиночку. Прилетает в голову, прям надо что-то, какую-то защиту придумать. Ну вот смотри, если, допустим, вот эти вот блоки, да, вот эти вот, которые уже, ну, более-менее разбиты, да, будет без проблем. Допустим, вот так вот сейчас выключим мы это, чтобы у нас бенз не тратился понапрасну. Вот так вот разбиваем. И если у нас вот эта вот хрень рядом стоит, ну, в близости, да, в нужной, то чик, он сразу туда залетает. Базара нет вообще. Я в эту игру
Я ее тоже как бы давно заприметил и смотрел, что там делают вообще в креативе. Мне понравилось, в принципе. Вот. Но она мне сложная показалась. Но она мне сейчас сложная, кажется. Надо разбираться, на самом деле. Вот. И что-то я посмотрел, ну, один креатив, больше ничего нету, как бы. Но она у меня была на виду. Она с 16-го года ее начали как бы делать. Выпустили, да, там в этот открытое бета-тестирование. Она даже это официально еще и не вышла. Вот. А как Survival вышел, я, базара нет, все, однозначно буду играть. Ну, ребята, кто давно играет, такие вещи творят уже, на самом деле, блин. Очень сложные такие прям схемы всякие. Там бошку надо иметь инженерную однозначно. Я бы тоже, скорее всего, не играл бы, если бы не было вот Survival. Потому что, ну, не особо интересно вот так вот, да, там в креативе что-то делать. Какие-то устройства. А как их применить? А зачем они, да, вот, ну, смысла нету. Да, согласен, да. Как бы вот только с Рафтом такая история не повторилась, блин, что они затянут эту разработку. Так, сейчас опять надо как-то на ощупь ехать, ничего не видно. Что, нормально, на следующий день у нас топливо есть. Можно будет с утра сразу закупить. Да, у нас уже время, в принципе, подходит к концу. Сейчас домой возвращаемся, и на этом, наверное, все сегодня. Нет, я даже не слышал про такую игру. А что там? Что там интересного? Да, я вот тоже думаю, что с Рафтом такая же фигня повторится. Так, ну что, все, процесс идет отлично. Потихоньку у нас набирается у нас кучка камушков, кирпичиков. Процесс идет. Они же еще при атаке, они же ломают эти стены, блин, поэтому от прочности стен тоже многое зависит. А хорошие стены особо подобие Hard World или как раз только прохождение выживания босса и данжен. Надо глянуть. Он Exing, да, называется? Смотрите. А мне вот интересно, а можно сразу, допустим, если я хочу скрафтить кирпич, из этого сундука производственную цепочку продолжить, поставить сюда крафтбота, да, чтобы они отсюда на крафтбот залезало все это, заходило, да, и как бы такой процесс. Игру радугу нет, не знаю.
Так, что, ну у нас 2 стака обычного камня. 2,5 даже нет, чуть меньше. 1,5, 1,5 металла. Да? И здесь у нас кирпича тоже достаточно. Но, наверное, пока маловато в сумме для глобального строительства. А система строительства там какая? Там блочная или элементная? То есть какие-то готовые элементы? Или все-таки по маленьким блокам, как здесь, допустим, по кирпичикам? А Бутман, ты что думаешь, отобьешься от них, если будешь на крыше? Я и на Ютубе стримлю, да, у меня стрим идет, и на Twitch. Элементами, да, ну понятно. Бутман, он, видишь, он на Ютубе сидит, смотрит нас. Так, что у нас? 3. В принципе, еще ходочку-то сделаем, да? Только у нас, блин, еды надо сделать. Срочно надо коров попасти. Нет, ну они могут не может не заберутся на крышу, да. Но, а как ты будешь их валить? Тебе надо пушки какие-то делать все равно. Правильно? Чтобы отстреливаться. Или ты вообще не собираешься с ними воевать? Ну, как сегодня, наверное, часов 6. Ну, я понимаю твою идею. Ты залезешь на крышу, блядь, они придут толпой и будут у тебя там внизу ходить. И что, вы будете друг на друга смотреть и факи друг другу показывать или как, я не знаю. Их же надо как-то это завалить всех. Мне вот непонятно, а через какое время они придут. Или они начнут собираться, когда, вот, допустим, что-то серьезное здесь появится, да, какая-то стройка. Вот тогда они начнут, наверное, собираться. А пока как бы ничего не строишь, их и нет, да? Да, залетай, братан, будем рады. Мы пока подсели вот на эту игру, поэтому в ближайшее будущее другого ты на этом канале ничего не увидишь. Возможно, когда ты апгрейдишь крафт бота, то у тебя будет возможность делать оружие. Я тоже думаю, что должна появиться такая возможность. Вот. Потому что я знаю точно, что оно здесь есть. Но вот как его, блин, получить, пока не совсем ясно. Так, у нас кукуруза не наблюдается. Они придут, когда ты поставишь грядки. То есть, если я не буду ставить грядки, они вообще не придут никогда, правильно? А если я вот так вот молочком буду питаться, как бы, ну и нормально, да? Мне нужна срочно кукуруза. Блин, надо хавкой заниматься. Я думаю, что да. Исследуется все в общем. Вот. То есть это зависит не от уровня игрока, а от крафт-бота, который у тебя есть, наверное. Вот у меня сейчас, допустим, крафт-бот 4 уровня. Наверное, следующий там будет или через оружие появится. И если доступ к нему будет у других игроков, почему они не могут этого скрафтить? Вообще не вижу никаких причин для этого. Блин, где кукурузу найти, пацаны? Блин, вообще, сейчас я подохну, блин, опять. Надо еще, кстати, заморочиться насчет циркулярной пилы. Поставить ее тоже на тачку и поездить, порубить деревья. Вот, лишним не будет. Так, вот кукурузка у нас...
Лишним не будет тоже дерево порубить и древесного угля обязательно. Вот. Там, где древесный уголь, там у нас металлоблоки второго уровня. Ой, бля. Там, где металлоблоки второго уровня, там попрочнее стены и прочая фигня. Так. Где еще кукурузки взять? Я же садил тут грядки, я посадил где-то штук 10 их. А вот, они прибегали, да, регулярно. Ломали мне все тут. Ну, я не видел, что прям критично что-то они тут делали. Но, в конце концов, я плюнул на это дело, не стал ничего сажать. Да, надо делать вторую тачку. Надо делать вторую тачку, но это, блин, прикинь, это сколько? 2 двигателя опять. Короче, ресов тоже понадобится немало. А что с кукурузой? 5 штук. Мало, 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 блин. Но я хотя бы не сдохну. Где, вот там вот, что ли? А, во, точно вижу. Спасибо. Что-то у меня кнопки то ли залагали. Короче, он сам куда-то пошел. Или меня уже глючит, блин. Кушайте, кушайте, мои хорошие. В смысле, в этой игре? А он частично, блин, я не видел таких подобных миров. Так, поехали. Сейчас у нас здесь где-то рядом я видел месторождение. Только придется через деревья нам как-то пробираться. О! Вот оно у нас. Врубаем бур. Кэп, как ты ее мог построить? Объясни мне.
Ты в этом, в креативе, что ли? Да в креативе что я там строю? Там берешь реактивный двигатель, берешь топливо, блин. Вот, вперед. Я в креативе тоже много чего строил, только попробуй это в этом, выживалке сделать. Пока тут ресурсы нафармишь, блин. Ценность потеряется вообще. Шедевр. Надо посмотреть на этот шедевр. Во-во-во, потише. А ты ее отправил в космос, нет? Улетела она? Ты на борту был или просто она у тебя сама по себе? Где мне посмотреть? Ты мне что, куда кинешь? А, в Дискорд? Картиночку давай, хорошо. Мне даже интересно, что там. Там, наверное, супер автоматика, да, там на логических схемах все построено, да? Супер мига. Так, надо развернуться, короче. И задом сюда заехать. Давай, хорошо, я зайду посмотрю.
Так, все, это мы уже не разобьем. Это еще надо добить. Все, погнали домой. Ой. Так, сейчас бы найти это месторождение еще, блин. Это вот здесь прямо надо ехать, да? О, нашел. Так, надо вот там вот кусочек добить еще. Нормально, 2 ходочки я сделал. Так, все. Походу у нас сундук забился, да? И больше некуда складывать. Это надо куда-то повесить, что нам здесь болтается. Пусть будет. Так, ну что, пацаны, ребят, будем на этом заканчивать. Да, спасибо всем, кто пришел, посмотрел, подписался. Залетайте завтра в это же время, 18:00. Продолжим. Что-нибудь придумаю еще за день, что-нибудь интересное. Не тупо не фармить ресурсы, может что-нибудь. Допилим эту машину, которую не знаю, что делать. Попробую я ее допилить все-таки. Все, всем удачи. Да, всем пока. До встречи в эфире.